Буквально несколько минут назад центральные СМИ сообщили чрезвычайные новости о ведущей программы «Давай поженимся» заслуженной артистке Ларисе Гузеевой. Несколько дней назад вся общественность России была шокирована чудовищным поступком дочери Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой. 22-летняя девушка, находясь в неадекватном состоянии, лишила жизни ведущего парикмахера салона красоты города Москвы. Причиной для трагедии стала неудачная косметическая операция. Полиция Москвы и антикоррупционный комитет во главе с Никитой Михалковым немедленно встал на защиту семьи погибшей женщины и провел ряд жестких санкционных действий по отношению к семье Ларисы Гузеевой. В Министерстве культуры уже готовится законопроект об отмене программы «Давай поженимся». По предложению Александра Ширвинда вместо пустой передачи, не имеющей никакого смысла, будет выходить ряд познавательных программ под названием «Жизнь замечательных людей», в которых будет говориться о известных советских актерах, певцах, спортсменах и исследователях. Благодаря усилиям антикоррупционного комитета и других патриотически настроенных артистов, семью Ларисы Гузеевой выселили из шикарной трехкомнатной квартиры в центре Москвы. Через несколько дней туда заедет семья погибшего парикмахера. Помимо этого, семья Ларисы Андреевны должна будет выплатить 15 миллионов рублей семье погибшей женщины за свое чудовищное преступление. Ну а сегодня утром рыдающую Ларису Андреевну Гузееву впервые вызвали в полицию и допросили по делу о страшном преступлении, совершенном ее дочерью. Лариса Андреевна попыталась оправдаться и заявила, что у нее не было времени из-за большого объема работы заниматься воспитанием дочери. Однако общественность России считает, что это не повод для того, чтобы ее дочь Ольга Бухарова совершала тяжкие преступления. Ну а буквально несколько часов назад стало известно, что через несколько дней муж Ларисы Гузеевой Игорь Бухаров и ее дочь Ольга направятся в следственный изолятор города Москвы. Ольга Бухарова обвиняется в смерти парикмахера салона красоты, а Игорь Бухаров направится в СИЗО по обвинению в грубейшем нарушении хранения огнестрельного оружия у себя дома, которым сумела воспользоваться его дочь и совершила страшное преступление. Отметим, что в домашнем сейфе Игоря Бухарова хранилось 3 вида огнестрельного оружия. Ольга Бухарова, находясь в неадекватном состоянии, схватила пистолет, вернулась в салон красоты и совершила тяжкое преступление. Уважаемые зрители, если вы согласны со строгим, но суровым приговором и поддерживаете действия антикоррупционного комитета, просим оставить поддерживающий комментарий и лайк под этим видео.